Джек Харрисон любил эти поездки больше всего на свете. Каждые выходные он с выездной работы отправлялся в кемпинг округа Бейкер, где его ждали жена Сара и дети, близнецы Итан и Эмма. А в этот раз с ним ехали его четвероногие друзья, умница Луна, золотистый ретривер с глазами, полными мудрости, ее брат Макс, такой же золотистый, но более озорной, молодая бордер-колли, Белла и старый добряк Чарли, дворняга с сединой на морде. «Ну что, команда, готовы к приключениям?» — улыбнулся Джек, глядя в зеркало заднего вида на своих питомцев. Луна положила голову ему на плечо, словно говоря: «Всегда готовы, хозяин». День выдался пасмурным. Мелкий дождь превратил горную дорогу в скользкую ленту, но Джек не беспокоился, он знал этот маршрут как свои 5 пальцев. В машине играла любимая музыка, собаки дремали на заднем сиденье, а мысли уже были там, в кемпинге, где пахнет костром и слышен детский смех. «Осталось совсем немного», — пробормотал Джек, входя в очередной поворот. Именно в этот момент Луна вдруг напряглась и тревожно заскулила. Ее янтарные глаза расширились от страха, она почувствовала беду за секунду до того, как это случилось. Визг тормозов, скрежет металла. Мир перевернулся вверх тормашками, и пикап, кувыркаясь, полетел вниз по склону. Последнее, что запомнил Джек, это отчаянный лай своих собак и острую боль в ноге. Когда он пришел в себя, вокруг царила тишина. Пикап лежал на боку у края оврага, наполовину погрузившись в холодную воду ручья. Джек попытался пошевелиться, но тело пронзила острая боль. Он был зажат между сиденьем и искореженным металлом. «Луна! Макс! Белла! Чарли!» — хриплым голосом позвал он. В ответ раздалось тихое поскуливание, и через разбитое стекло он увидел встревоженные морды всех 4 собак. Они были живы, и это было главное. Луна осторожно пробралась в салон, лизнула хозяина в щеку и внимательно посмотрела ему в глаза. В ее взгляде читалось понимание ситуации и решимость действовать. «Все хорошо, девочка», — прошептал Джек, пытаясь улыбнуться. «Все будет хорошо». Луна еще раз лизнула его в щеку и вдруг тихо гавкнула остальным собакам. Они словно провели молчаливый совет, после чего Луна решительно выбралась из машины и, бросив последний взгляд на хозяина, скрылась в лесу. Старый Чарли устроился рядом с машиной, готовый защищать Джека от любой опасности, а Макс и Белла заняли позиции по обе стороны от пикапа. Начинало темнеть. Холодная вода ручья медленно поднималась, а Джек, борясь с болью и страхом, мог только надеяться, что его умница Луна знает, что делает. Луна бежала так, как не бегала никогда в жизни. Ее золотистая шерсть промокла от дождя, лапы скользили по грязи, но она не останавливалась ни на секунду. В ее сознании стоял образ хозяина, зажатого в искореженной машине, и это придавало сил. 10 километров. Для собаки это немалое расстояние, особенно по горной местности. Каждый куст цеплялся за шерсть, каждый камень грозил острыми краями, но Луна, прихрамывая от ушиба, полученного при аварии, упрямо продвигалась вперед. Она знала дорогу в кемпинг, сколько раз они ездили туда всей семьей. Но сейчас, пробираясь через лес, путь казался бесконечным. А в это время у разбитого пикапа разворачивалась своя драма. Ночь опустилась на горы, принеся с собой не только темноту, но и опасность. Чарли первым услышал их тихое рычание и шорох лап. Койоты, привлеченные запахом крови, начали окружать место аварии. «Ребята», — прошептал Джек, различив в темноте светящиеся глаза хищников. Боль и холод измотали его, но страх за своих верных друзей придал сил. Макс, молодой и сильный, занял позицию впереди, оскалив зубы. Белла, хоть и самая маленькая из всех, встала рядом с ним, ее шерсть встала дыбом. А старый Чарли, прихрамывая, но не менее решительно, замкнул круг обороны вокруг машины. Койоты приближались. Один, особенно наглый, попытался проскользнуть к машине, но Макс молниеносным броском отогнал его. Белла, используя свою природную ловкость, металась между хищниками, не давая им сомкнуть круг. А старый Чарли, помня свою бродячую молодость, рычал так грозно, что даже матерые койоты отступали. «Держитесь, мои хорошие», — шептал Джек, глядя, как его собаки раз за разом отгоняют хищников. «Луна, девочка, поторопись». А Луна в это время уже добралась до кемпинга. Ее появление посреди ночи, мокрой и запыхавшейся, без хозяина, сразу встревожило Сару. «Джек». Что-то случилось с Джеком.
— воскликнула она, заметив царапины и кровь на шерсти собаки. Луна схватила Сару за рукав и потянула к машине, всем своим видом показывая, нужно спешить. Ее глаза, полные тревоги и решимости, говорили яснее всяких слов. «Мэтт, Том!» — крикнула Сара соседям по кемпингу. «Джек в беде. Луна пришла одна». Пока собирались люди, пока заводились машины, Луна металась между ними, скуля от нетерпения. Каждая минута промедления могла стоить жизни ее хозяину и остальным собакам. Наконец, когда спасатели были вызваны, а машины тронулись в путь, Луна побежала впереди, показывая дорогу. Она бежала обратно, превозмогая усталость. Теперь каждая ее лапа была стерта в кровь, каждый мускул болел, но она знала, там, в темноте, ее семья нуждается в помощи. И Луна бежала, что было сил, ведя за собой караван спасения. Первые лучи рассвета окрасили небо в нежно-розовый цвет, когда вдалеке послышался шум моторов. Макс, Белла и Чарли, измотанные ночной битвой с койотами, но не покинувшие свой пост, навострили уши. Джек, проведший мучительную ночь в холодной воде, уже почти не чувствовал своего тела, но при звуке приближающихся машин его сердце забилось чаще. «Джек! Джек!» Голос Сары разрезал утреннюю тишину. «Здесь! Мы здесь!» — попытался крикнуть он, но из горла вырвался лишь хриплый шепот. И тут Луна, героическая Луна, несмотря на окровавленные лапы и дрожащие от усталости мышцы, залилась громким лаем. Остальные собаки подхватили, и их совместный хор эхом разнесся по оврагу. «Там!» — крикнул кто-то из спасателей. «У ручья!» Сара первой подбежала к краю оврага. Увидев перевернутый пикап и своего мужа, зажатого в искореженном металле, она задохнулась от ужаса. Но тут же взяла себя в руки, сейчас не время для слез. «Держись, любимый, помощь уже здесь». Спасатели действовали быстро и профессионально. Пока одни настраивали канатную систему, другие спустились к машине, чтобы оценить состояние Джека. Собаки, поняв, что теперь их хозяин в надежных руках, наконец позволили себе отдохнуть. Только Луна, пошатываясь от усталости, продолжала следить за каждым движением спасателей. «Невероятно», — сказал один из спасателей, осматривая следы ночного противостояния вокруг машины. «Эти собаки всю ночь держали оборону от хищников. Посмотрите на эти следы, тут была целая стая койотов». Операция по спасению заняла несколько часов. Когда Джека наконец освободили и подняли наверх, первым, что он увидел, были любящие глаза Сары и преданные взгляды его четвероногих спасителей. «Мои герои», — прошептал он, и слезы покатились по его щекам. «Мои верные сердца». Вертолет доставил Джека в больницу, где врачи диагностировали переломы и сильное переохлаждение, но заверили, что его жизнь вне опасности. Во многом благодаря тому, что помощь пришла вовремя, а главное, его тело не переохладилось окончательно, согреваемое верными собаками. Все 4 собаки получили медицинскую помощь в ветеринарной клинике. Луне пришлось наложить повязки на стертые до крови лапы, у Макса обнаружили небольшие раны от схватки с койотами, Белла заработала ушиб-ребер, а старый Чарли порвал связку на задние лапы. Но все они поправились. Через месяц, когда Джек вернулся домой из больницы, вся семья устроила особенный праздник для своих четвероногих героев. А на стене в гостиной появилась большая фотография, где Джек и Сара сидят в окружении своих любимцев Луны, Макса, Беллы и Чарли. Под фотографией простая надпись «Верные сердца не знают страха». И когда соседи спрашивают Джека о той ночи, он всегда отвечает одно и то же: собаки — это не просто питомцы, это семья, а семья никогда не бросает своих в беде. А 4 пса, слушая его рассказ, всегда сидят рядом, готовые в любой момент снова прийти на помощь, потому что такова природа верных питомцев — любить и защищать, несмотря ни на что. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. До свидания.